Друзья, всем привет! Так, сейчас я обращаюсь к монтажерам. Можно, пожалуйста, хотя бы одну открывашку, не вырезать ничего? Вот оставьте, пожалуйста, все как есть. Дайте хоть поговорить с людьми. Хотя бы одну, не вырезать ничего. Вот, обычно все выпуски я пишу параллельно с каким-то процессом, то есть у меня есть какая-то деловая поездка или еще что-то, я тут же там беру операторов, и мы что-то снимаем. А вот начало выпусков записываю сам, отдельно, так сказать, от процесса. Вот, этот выпуск очень интересный, на мой взгляд, он про Америку. К Америке все относятся по-разному, у нас по некоторым каналам идет пропаганда, что у нас все плохо там в Америке, что они хотят нас все завоевать. Но неважно, там правда это или нет. Важно то, что там очень интересно у них насчет строительства все совсем по-другому. Все отличается от России, другие критерии, другие принципы. По некоторым вещам они нас сильно обгоняют, по некоторым сильно отстают, кстати, по домостроению. Поэтому давайте посмотрим, как у них это устроено. Anybody Love Russia. Я, если честно, не очень понимаю, но это круто, конечно. Не надо уже делать вид, что ты это знал. Конечно, секрет. Да, ну хотя Но бы только чуть-чуть. для вас. Мафия все еще существует. Мы не знаем, правда это или нет. Он причесался вилкой. И по протяжении времени звезды начали падать. Как вообще так получилось, что... Donald Trump sucks dick. Я так политику вижу. Правильно. welcome. Всем привет, мы находимся в Вегасе, и я сейчас приехал на встречу с моим другом Виктором, который расскажет нам, что тут интересного построили. Привет. Привет. Да, типа мы с тобой не виделись, петлички не вешали, да? Расскажи вот про эту гостиницу, которая пирамида Хеопса номер 2. Пирамида Хеопса – это копия Красной пирамиды, так называемой, которая находится в Египте, которая поменьше примерно в 2 раза, чем пирамида Хеопса. В свое время это был просто прорыв в плане строительства. Когда ты строишь пирамиду, проблемы начинаются вот здесь вот в точке напряжения, то есть в самом верху. Обычно, да, когда строятся какие-то купола, делаются отверстия в этом куполе, чтобы эту точку напряжения распределить немножечко по краям, да. То есть здесь этого нету. Здесь пошли совершенно другим путем, точку напряжения сделали квадратом. Как это реализуется технически, я, если честно, не очень понимаю, но это круто, конечно. Ну давайте, пойдемте внутрь. Пойдем, посмотрим. В принципе, все гостиницы сейчас строятся по принципу трехконечной звезды. Потому что когда у тебя трехконечная звезда, то все номера, да, они будут выходить всегда на улицу. Но на самом деле подход довольно-таки умен, при этом еще и круто выглядит. Вот здесь как раз идеальная точка, чтобы показать, как это все устроено. Внутри огромный объем воздуха, скорее всего, самый высокий потолок в Вегасе точно. Лифты ездят по ребрам, по диагоналям. На этих каскадах живут люди. 42 этажа. Да, 42 этажа. Вот такая гостиница. То есть, когда был построен отель, естественно, это был просто один из самых шикарных отелей в Вегасе, и по протяжении времени звезды начали падать. Вот сейчас это 3-звездочный, в принципе, Да, отель. то есть он далеко не самый престижный. Далеко не самый престижный, да. Мы же не в казино, мы Конечно, тройку показываем. конечно. Люди забывают, что Лас-Вегас это не только казино и не только как бы трата денег, но тут еще и очень интересный музей. Как бы один из них это Бадис, второй это Титаник. То есть Титаник это один из самых крупных вообще музеев Титаника в мире. Я слышал, здесь кусок самый большой. Да, совершенно верно. То есть это единственный поднятый кусок стены, путешествует между музеями, и здесь он будет до 2020 года. Друзья, с нами мой друг и коллега Виктор Беспалов. Он является историком архитектуры или историческим архитектором. Ты расскажи, потому что я запутался. С вашего позволения. Виктор Беспалов, он же Виктор Ланника. И мы с вами в Челси, в самом сердце Силиконовой долины Нью-Йорка. Через дорогу офис Google и Apple. где он примерно? Великолепный Highline с видом на Empire State Building и, конечно же, шедевры Захи Хадид. Новый город, который строится буквально у нас за спиной. 24 новых небоскреба на крохотном пространстве под названием Hudson Yards. Когда Захи Хадид предложили построить здание в Нью-Йорке, Захи Хадид долго не соглашалась. Она одной из самых последних зашла на Highline своим дизайном.
Кто из вас был в музее Прадо, помнит картины испанской знати в белых воротниках. Вот как испанский воротник, как кружево испанского воротника. Вот цель этих испанских воротников у испанцев в те времена это не мода, это была гигиена. Испанский воротник из белого кружева защищал от вшей и блох, которые прыгали с человека на человека, полная антисанитария. Когда приходили в дом, знать снимала воротник, отряхивала, на белом воротнике было видно насекомых. Поскольку в Нью-Йорке есть такое количество туристов, что хочется от них защититься, туристы идут прямо по парку Хай-Лайн внизу, а испанский воротник защищает, как защищал испанский воротник испанскую знать. Мы не знаем, правда это или нет. Заха Хадид отбыла в мир иной. Вот такая легенда современной архитектуры. Мы сейчас находимся в Нью-Йорке и встретили на выставке дизайнеров сестр Сундуковых. Очень известные российские дизайнеры, которые делают очень много интересных проектов. И мы сейчас с ними поговорим. Как вообще так получилось, что все мы, будучи знакомы в Москве, встретились здесь, в Нью-Йорке? Я не знаю, что ты здесь делаешь. Мы приехали на конференцию бутик отелей, чтобы познакомиться с американскими сетями. А заодно посетили наш объект. На Уолл-стрит, я знаю, на Уолл-стрит, на секундочку. На какой стадии этот объект? На стадии концептуальных решений. Если он на стадии концептуальных решений, я, конечно, не профессионал в этом деле. Но Сказал тогда... человек, который стоит 350 домов в год. Неважно. Да, но есть ли смысл его посещать? Да, потому что это 5 этажей, абсолютно мультифункциональных. Там есть и рестораны, боурумы, спа, и это абсолютно разные зоны. Один день мы встречались с ресторатором, один день мы встречались с банщиком. С банщиком. кто-то баня? Хороший проект. Да, проект хороший. Ира, вот, например, посетила все спа в Нью-Йорке. Да? По работе. Гениально, гениально. Есть ли какая-то особенность в спа именно в плане спа, ну какой-то американский стиль, что ли? Посетила спа в центре Манхэттена, которую я бы хотела посещать в Москве. Там было везде написано «Respect the silence». То есть нам не разрешали разговаривать, не разрешали использовать телефоны, и вот это мне понравилось больше всего. Сколько вы параллельно способны делать проектов без снижения качества? Мы делаем примерно 15 проектов одновременно. Сейчас у вас тоже 15 проектов в работе? На самом деле я не... Или вы так утрированно сказали, с запасом? Мы чуть-чуть преуменьшаем. Мы преуменьшаем всегда, конечно. Скажем так, мы очень трудолюбивы, и у нас реально большой объем проектов. В двух словах, понимаешь, ваше присутствие в Нью-Йорке. Потому что культовый парк Нью-Йорка, Хай-Лайн, построен архитекторами, которые придумали изначально идею парка Зарядье, который только открылся в Москве, вы сделали 2 ресторана в Зарядье. То есть для вас в Нью-Йорке, конечно, когда только вы намекаете о связи с Хай-Лайн, Зарядье, то, что вы сделали, для вас просто вот цыганочка с выходом. Или не так? На самом деле, как ты знаешь прекрасно, они сами хотели делать этот ресторан, и даже более того сделали проект. Офис Гиллетт Скарфиди. Да, они сделали проект ресторана, и поэтому они не были счастливы нашим присутствием там. Sorry. Хай-Лайн был задуман как парк для местных жителей, чтобы дети шли в школу, не выходя на улицу, чтобы старики могли подняться на лифте в парк и быть на уровне 3-го этажа Нью-Йорка, но при этом без стресса, пробок и всего остального. Так как историк забыл, что такое Хай-Лайн, я добавлю. Это когда-то был кусок железной дороги, который решили был в какой-то заброшен момент... с 30-х. Да, но ты не надо уже делать вид, что ты это знал. Есть фэшн-дизайнер, который знают многие московские модницы, Диана фон Фюнстенберг, является президентом парка Хай-Лайн. Узрела гениальность проекта и настояла на том, чтобы частные люди сложили деньги вместе, взяли у города железную дорогу в аренду и разбили на ней частный парк. Не знаю, видно или нет отсюда Хай-Лайн, вход бесплатный и так далее. Цель парка была только одна – поднять стоимость недвижимости слева и справа от парка, потому что это был район абсолютно омерзительный район. Вот перед нами 10-я авеню. Там
там стояли проститутки ниже $50. После этого парка сколько проститутки стали? Ты знаешь, они все ушли в интернет. виртуальную реальность. Все, добрались до Таймс-сквера, народу полно. Друзья, мы заехали к Бобби. Бобби. Да. Really? Bobby. What? Bobby. Бобби. Bobby. Бобби. Yeah, that's right. Она является на самом деле брокером, занимается тем, что оформляет сделки по недвижимости. I work for Berkshire Hathaway. The company is owned by Warren Buffett. I personally sell about 75 homes a year. However, in general, we are the largest real estate company in all of the Las Vegas Valley. We employ about 16,000 agents. I rank number 5 amongst the entire amount. With that being said, I want to talk to you a little bit about Las Vegas and why home ownership is so important here. First and foremost, we have 4 professional teams coming to town. We just got the Los Angeles Raiders, which are going to be the Las Vegas Raiders, football. We received word that we have a professional soccer team called the Las Vegas Lights. They're coming to town next year. We have a professional hockey team, the Golden Knights, and we are building a new baseball arena in hopes to get a professional baseball team, which in America is extremely important. With that being said, we anticipate our town growing to about 3 million within the next year. We're at about 2.3 million. We expect another 700,000 moving in. Because of that, our house prices are going up. They're going up at a comfortable rate. We don't expect to have another balloon or bubble market burst within the next at least 10 years. We have 10 solid years of growth. With that being said, medium house prices in Las Vegas for a 3-bedroom, 2-bath home, about 1,500 square feet, about $350,000. A year ago, it was $300,000. 2 years ago, it was $250,000. And believe it or not, 3 years ago, you could get the same house for about $170,000. So our prices are increasing, but at a comfortable rate. Anybody, worldwide, can buy a home in Las Vegas. It's a perfect time. Почему так дорого у них стоят дома? Все Google. Разбаловал людей большими зарплатами. Ну, понятно. То есть у нас пока своего Google не будет, Пока не будет. мы будем продавать дома дешево. Хочешь еще повысить цену на недвижимость в России? Да. Это сейчас не эволюционная цена. Хотя бы до уровня хорошей маржинальности. Предыдущий оратор говорил об эволюционной цене, понижение стоимости. Ну, понятно, но маржа-то Обеспечить кушать-то доступность. А хочется. бизнес-модель надо менять. Строителям кушать хочется. Бизнес-модель меняется. Ну, понятно. Уйти в IT-бизнес, да? Мы идем смотреть, как играет, собственно, Golden Gate Warriors. И у нас даже есть игроки в спецодежде, да? Да, отлично. Да, вот И они, номер 1. собственно, из Сан-Франциско. Да. Ну все, мы должны победить, обязательно. У нас справа находится Мандалай Бэй, да, все мы помним трагедию со стрельбой на фестивале кантри-мьюзики. Стрельба шла в течение 5 минут, то есть вот он, куда он стрелял? Вот он находится, вон он фестиваль. Можно представить себе там 50 тысяч человек, да, которые находились, там была давка. Просто началась стрельба, ну это просто была жесть. В принципе, еще ничего не разобрано, то есть она так же и осталась. Там еще, скорее всего, ФБР работает на нем, все оцеплено, скорее всего. Это же копия сфинкса, только с лицом. То есть, как бы, у нас есть возможность увидеть его нос. Ага. Ясно. Многие люди к Лас-Вегасу относятся по-разному. Кто-то называет его красивым, да, кто-то называет его бутафорским. А что за электричка, кстати, Виктор? Да, вот эту вот железную дорогу пытались построить до аэропорта. Такси возбунтовалось. Мафия все еще существует. Такси в Нью-Йорке что-то очень долго ловилось, поэтому я решил, что надо поехать на гужевом транспорте в качестве повозки.
У нас запряженный человек. $4 в минуту. Он активно работает педалями, а мы можем наслаждаться. Подошли мы наконец-то к зданию. Александр, тебе предлагаю рассказать о нем. Я рассказать о нем? Уникальная форма здания, абсолютно необычная, да? Нет ни одной плоской поверхности. И непонятно, как она вообще стоит. Вот здесь огромная проблема – это поверхности. Своей формой преломляют свет, да, и фокусируют его в какой-то точке. В Лос-Анджелесе об этой проблеме забыли. Такое же здание центра Уолта Диснея. То есть они сделали глянцевые блестящие поверхности, и рядом стоящие здания начали дико нагреваться из-за того, что на них фокусировался свет солнечный. Потом пришлось просто это все переделывать по новой, то есть изменять поверхности, плоскости, наносить специальные покрытия. То есть это была проблема. Здесь, несмотря на то, что как бы здание строилось раньше. Кстати, бомж прошел. Да. Мне показалось. Почему мне показалось, что это бомж? Он причесался вилкой. Ну, то есть... Новый такой тренд, да? Да. Так вот, продолжает. Здесь сразу применили покрытие, немножко широковатое. То есть оно отражает свет, но не так сильно, как но видно, отражало что то. оно не как зеркало, да? Да? Не блестящее не из-за того, что оно старое. Оно не блестящее из-за того, что оно специально так сделано. А иначе бы сфокусировался на соседнее здание, совершенно вообще верно. разбило бы там что-нибудь. Совершенно верно. У нас новая рубрика «Пирамиды Вегаса». Такое еще никто не снимал. Интересно это здание тем, что это здание было сделано экспериментально. Здесь нету ни кондиционеров, нету батарей. Все здание находится под землей. За счет рециркуляции воздуха зимой здесь тепло, а летом здесь холодно. Вот это здание – это одно из так называемых Zero Emissions Building. Не используют электричество, не выделяют никаких токсинов и так далее. То есть здание на самом деле уникально, очень интересно. Как вы делаете работу? Мы делим Если так. секрет, конечно. Конечно, секрет. Да, но хотя бы но только чуть-чуть. для вас. Только, да. Ага. Всю концептуальную часть, то есть пока мы говорим про дизайн, мы не делим проекты вообще. Мы делаем их всегда вместе. Более того, у нас общий email адрес и один телефон на двоих. Так. Кто успел, тот и взял. Ага, понятно. Как только дело доходит до подписания концепт-дизайна, и мы переходим к рабочим чертежам и арт-надзору, то мы делим свои проекты 50/50. Нет ли у вас такого, что вам действительно... После того, как вы сделали дизайн, уровень отеля поднялся на определенный уровень. То есть вы делали бюджет. Да, все правда. По-моему, это была история в Да, Версале, это если в не Версале ошибаюсь. мы делали проект, Под Парижем. в котором был очень узкий бюджет, и мы делали Пулман, делали Дизайнерский интересный, отель. яркий дизайн. Когда отель открылся, решили поднять его уровень до бутик-отеля. Они начали продавать номера дороже, Да. только благодаря дизайну. How you doing? I'm a singer, you know it. Снимай. Oh, really? Can you Stand sing by it me? for How us, much does someone please? stand by me? Yes, please. Here we go. All right. Вот, ты понимаешь? Вот он. Ну все, Вот он, контент пошел. Так, все, спасибо. Do you know some maybe bar? Maybe bar. Yeah. We go to the bar? We want to drink a little bit whiskey. Whiskey, Scotch, come on. Scotch, I'll Scotch. take it. What do you think about Russia? Russia is a pretty good place to be. Oh, very good. They're nice guys. Nice guys, nice yeah, guys. Oh. but you know, I heard sometimes some people can be jerks, some people can be jerks. But Oh. Russia, nice. Oh. Love Russia. You speak so fast, I don't understand I you. love Russia. Oh, I love Russia, I understand Yeah, you. yeah. And what do you think about Mr. Putin? Who? Who? Oh, the Who is Mr. president? Putin? The president? Почему в Сан-Франциско бесконечное количество бомжей, а в Лас-Вегасе их 0? Климат, в первую очередь. Здесь летом в районе 48 жары, и просто бомжи, я думаю, не особо выживают. В Сан-Франциско довольно ровная температура круглый год. То Ну есть да, там там и прохладно. зимой, и летом, да? Если брать Калифорнию, там бомжей, конечно, больше. Или там Майами тоже. Естественно, я думаю, я бы был бы бомжом, но я бы тоже поехал в Калифорнию.
Да. Друзья, я вам хотел сказать, здесь вообще очень интересные отели. Хоть мы вроде как про стройку, но не показать невозможно. Владелец вот этого MGM построил отель, причем он не один, по-моему, их много. Кроме того, здесь интересно то, что в Вегасе есть еще своя Эйфелева башня. Вообще изначально планировалось ее построить в натуральную величину, в 100%. Был большой скандал с французами, вот, но, естественно, как бы вторую Эйфелеву башню в мире-то строить как-то вообще немножко перебор. Строительство затянулось на 2 года. Принято было решение сделать ее в 50% величину, на что, в принципе, французы согласились. То есть вот эта вот Эйфелева башня в 2 раза ниже. Но на самом деле, как бы, ниже не значит хуже. Красота. То есть, если мы внутри оказались, то 3 опоры башни, они в казино торчат. Очень интересно выглядит. Да. Приезжайте в Вегас и увидите 50% копию Эйфелевой башни. Впереди Трамп Тауэр, кстати, Трамп отель, да, наверное? Вот, это нашего президента. What do you think about Trump? Trump is a dick. Donald Trump sucks dick. Sucks dick? Why? Yeah. Why? He's a fat, rich motherfucker that can do anything he wants. Oh. And he can suck fat cock. You don't like him? I don't like his fat motherfucking ass. he's fucking up everything, brother. Understand you. Thank you very much. Ты бы хотел бы, Александр, стать президентом? Я президентом не очень хотел бы стать, как и, собственно, любым политиком. Дело в том, что политика – это всегда компромиссы. То есть ты должен постоянно себя контролировать, и вот это делать можно, а вот это нельзя, да? То есть ты очень должен идти на сделку и с совестью, и с другими людьми, и скрупулезно, процент за процентом идти к своей цели. Съедая хороших, но которых выгодно съесть, любя плохих, которых выгодно любить. И по дороге всем обещая и клясться, а потом, если это становится невыгодно, кидать. Я так политику вижу. Спели, сплясали. Вернемся к работе. Так. Понравился вопрос. Видите, бутик-отель, что такое не бутик? Мы сами лично никогда не выберем сетевой отель, если есть бутик-отель, который по той же или по похожей цене будет стоять рядом. И, конечно же, нам очень нравится эта идея того, что можно жить вообще в своем отдельном домике. На природе. Это очень круто. Снимать хорошо отели для букинга – это целое искусство, да? Ты заходишь, и ты не можешь понять вообще, как эта фотография, она хоть чем-то похожа, потом, вот, отлично, это значит, они с этого ракурса это они сняли. сделали вот из этого угла. Да, из этого угла, и действительно вот смотрится так, нормально. Нужно просто понимать, что дизайнер – это не человек, который делает красиво. Это человек, который делает правильно. И на 200% да. согласен. То есть дизайнер – человек, который думает, кто клиент, кто гость этого отеля. Почему он будет выбирать именно этот отель? Чем мы сможем привлечь? Я считаю, что фраза гениальна. Это фраза сегодняшнего дня в Нью-Йорке. Настоящий дизайнер – это не тот, который делает красиво. Повтори, настоящий дизайнер – это тот, который делает правильно. На этом с вами были сестры Сундуковы, СНС, Дубовенко, компания Goodwood, ваш покорный слуга Виктор Беспалов. Он же Виктор Ланников. Мы находимся на строительной площадке. Здесь, видимо, будет построен какой-то новый дом. И мы хотим спросить про процесс. Вообще, как это происходит? Вот сколько стоит эта площадка, как ее покупают там или арендуют? This particular lot that we're standing on is $550,000. To build a house here would have to be one of the homes that Lennar builds themselves, the production home. It takes about 4 to 6 months to build a home. You cannot purchase this lot and not have one of Lennar's homes on it. The home and the lot come together as a package. The base price of the home is about $1.5 million. So for a little over $2 million, you could buy a 6,000 square foot home with a 360-degree view of Las Vegas and the Las Vegas Strip. Правильно понимаешь, что через 6 месяцев здесь будет стоять дом? Ready to move in. Какие входят коммуникации в дом?
all the utilities are run down the center of the street and then stubbed like a backbone to each lot. So you can see up there we have the water tower that's already installed. So the water pressure's coming down here. We have gas, it's gas, sewer, and water, and electricity. So everything's run down the middle of the street. Бывают ли случаи, что, допустим, дом уже построен, а это еще не успели сделать? Absolutely not. The government has every control over how a house is built to make sure everything is built to code, up to standards, and they check off. And before you can do step number 2, the government comes out, they check off, step number 3, so on and so forth. So permits are something that can hold up the production of a home. We are waiting on the county to give us permits. So we're at their mercy. Большое спасибо вам за интересный рассказ. You're welcome. Hey, I'd love to see more Russians in Las Vegas. We don't have enough. Come on, there's room for you. Приехали мы ко мне домой. Я могу сразу предупредить, что комьюнити у нас довольно-таки типичное, да, то есть это как бы хорошее, но не gated, без пропусков. То есть заехал и приехал. Есть вообще несколько таких моделей домов. И на базе этого модели дома ты уже там в нее там впихиваешь там какую-то кухню, которая тебе нравится, там ворота у тебя будут руками открываться, либо они тебе будут там с кнопки открываться, то есть какие-то опции начинаешь. Ну а ты, когда сюда заезжал, тут кто-то жил уже, или ты сам под себя это делал? Нет, это бэушный дом, естественно, Бэушный, да. да. Но этот дом, я вот хотел сказать, несмотря на то, что он выглядит довольно типично, внутри он не типичный для американцев. То есть дом вообще мне достался после китайцев, они как бы тоже в тренде мода и стиля. То есть американцы немножко устарели, они все еще дремлят своими 60-ми годами, да, они очень нравится им этот викторианский стиль, витые всякие там лестницы и так далее. То есть этот дом более современный, то есть у него там, вы увидите, там будут разноцветные стены там и так далее. То есть пойдемте, покажу, расскажу все. Кстати, для России, да, очень нетипичное дело – это стеклянные двери. То есть в России нигде такого не видел, вообще, в принципе, не представлял, что такое возможно. Здесь, пожалуйста, то есть один раз саданул ногой и зашел в дом. То есть никто не переживает, никто не парится, потому что, во-первых, есть у всех страховка, во-вторых, кто кому надо залезть, все равно залезет. Вход с кодового замка. Да, ну это как бы это мое уже такое, мне удобнее, чем таскать ключи в кармане, мне удобнее ввести код. Come on in. Просто человека так шик. Но это не круто. Чё? Кто? 50 Cent живет там. У него любовь к мужикам, он у нас немножечко гей. Сейчас это только начинает входить в моду. Перед тем, как вообще что-то искать. Давайте посмотрим, что там внутри. $2,5 миллиона. Американцы так привыкли жить. Писать невозможно. А когда не дают, это плохо. Absolutely. Неплохо, неплохо. Друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск. Пожалуйста, нажмите на колокольчик. Подписаться это одно, а колокольчик это другое, чтобы вы получили уведомления о следующем выпуске, потому что эти выпуски идут парами. Это вот вы посмотрели первую серию, будет еще вторая серия. Она больше посвящена внутреннему пространству. Здесь было больше съемок снаружи. Всем пока, через неделю увидимся.